Остановка огня по линии фронта. Зеленский передал сообщение Путину и ставит условия Западу. Киев идет на уступки. Одно из условий Кремля будет выполнено. При каком условии? Заявление для Москвы из Берлина. Итоги переговоров. Международный скандал у всех на виду. Варшава и Будапешт устраивают публичную войну из-за российских активов. Кто решил наградить Орбана орденом Ленина? Германия выселяет десятки тысяч человек. Люди без крыши над головой. Какова причина и почему выставляют за двери? Заявление властей. От сердца к солнцу. Разборки в Польше. Противостояние поляка и украинки. Как ответят за запрещенный жест? Обещание Лукашенко. США заявляют, что Минск идет еще на одно условие. ЕС же готовит удар по Беларуси. Кадыров не хочет жить до старости. Европа сталкивается с демографическим кризисом. Молодежь выбирает себя. А Путина просит о помощи. Переговоры в Кремле. Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет! Это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Нужна ваша поддержка, как и всегда. Прямо сейчас, пожалуйста, нажмите лайк, поделитесь этим видео на своих страницах в соцсетях, а я начинаю. От сердца к солнцу. Зевающего поляка, который оскорбил украинку в Польше, задержала полиция. Инцидент произошел в польском городе Гдыня, в продуктовом магазине, где работает продавщица из Украины. По словам женщины, конфликт начался из-за мяса, которое у нее купила подруга агрессивного поляка. Спустя 15 минут покупательница вернулась в магазин с мужчиной. Сначала он заявил продавщице, что мясо пропавшее, а потом начал зевать, показывать непристойные жесты и оскорблять украинку. Покидая магазин, поляк пригрозил, что вернется на следующий день или подождет ее после работы и разорвет как тряпку. Полиция Гдыни быстро установила личность мужчины. Сообщается, что его задержали дома. Подозреваемому предъявили обвинение в незаконной угрозе лицу из-за его национальности и публичной пропаганде нацистского режима. Посол Украины в Польше Василий Боднар поблагодарил польскую полицию за быстрое реагирование на вопиющий случай в магазине. От Зеленского тем временем ждут слов благодарности за помощь поляков украинцам и, вероятно, услышат со дня на день. Варшава и Киев окончательно согласовали встречу президентов Навроцкого и Зеленского. В пресс-службе польского президента сообщили, что Зеленский приедет в Варшаву уже на этой неделе, 19 декабря. Таким образом, это будет первая встреча Зеленского с Навроцким. В офисе Навроцкого также анонсировали, о чем будут говорить. Ведутся согласования деталей планируемого визита. Основные темы переговоров, которые пройдут в Варшаве, будут касаться вопросов безопасности, экономических и исторических вопросов. Орбан повезет на саммит ЕС особый груз. Это сотни картонных коробок, в которых более 1,5 миллиона анкет с информацией о том, что венгры не хотят финансировать войну в Украине. Орбан уверяет, венгры высказались против таких расходов на военную помощь ВСУ. Снимок с горой коробок премьер Венгрии опубликовал в соцсети. Орбан намерен показать эти анкеты лидерам европейских государств. И последний в уходящем году саммит ЕС пройдет в Брюсселе 18-19 декабря. Я возьму это с собой на следующей неделе в Брюссель, где озвучу позицию молчаливого большинства. Надеюсь, что армия не будет взимать никаких дополнительных расходов за превышение веса багажа. Международный скандал у всех на виду. Польша и Венгрия сцепились из-за российских активов. Министры иностранных дел Сикорский и Сиярто устроили перепалку в соцсети X. Все началось с видео Орбана, где он продолжает защищать российские замороженные активы. Глава польского МИД коротко прокомментировал выступление Орбана. Далее цитата: «Виктор заслужил свой орден Ленина». Конец цитаты. В Будапеште быстро отреагировали на критику. В полемику с польским коллегой вступил глава МИД Венгрии Сиярто. Мы понимаем, что вы действительно хотите войны между Россией и Европой. Мы не позволим втянуть себя в вашу войну. Сикорский решил не молчать и ответил уже Сиярто. Если Россия снова не вторгнется, такой войны не будет. Но мы понимаем, что на этот раз вы были бы на ее стороне. Сиярто не стал отвечать польскому коллеге, но прокомментировал свежий пост министра иностранных дел Украины Сибиги, который написал, что Орбан, далее также цитата, «самый ценный замороженный актив России в Европе. Пожалуйста, наконец поймите, это ваша война, а не наша», посоветовал Сиярто Сибиги. Самые закрытые переговоры и при беспрецедентных мерах безопасности. Берлин погрузился в чрезвычайное положение. Причина – приезд американцев и Зеленского в немецкую столицу. Опломбированы даже канализационные люки. В Германии также решается судьба
чем, как и при каких условиях закончится война. Западная пресса пишет о решающих днях. Визит, который должен был начаться в понедельник, 15 декабря, внезапно начался днем ранее. Воскресный украинско-американский диалог на какое-то время парализовал столицу. Улицы перекрыты, задействованы снайперы. Принимал гостей Фридрих Мерц. После, по согласованию, оставил переговорную комнату, пишет немецкая пресса. Федеральный канцлер Фридрих Мерц поприветствовал участников. Однако затем, по единодушным сообщениям, вышел из переговоров, проходящих в малом зале заседаний кабинета в ведомстве канцлера. Уже незадолго до начала обсуждений стало ясно, что позиции сторон по-прежнему значительно расходятся. Главная новость последних суток – Зеленский идет на уступки и одновременно ставит условия Западу и России. Украина готова отказаться от вступления в НАТО, но в обмен должна получить гарантии безопасности. Заявление Зеленского прозвучало перед тем, как он зашел в зал заседаний на переговоры с Уиткофом и Кушнером. Свое решение Украина называет компромиссом и тем самым передает сообщение Путину. К тому же добавляет, страна готова к остановке огня и завершению войны по нынешней линии фронта. И именно поэтому сегодня двусторонние гарантии безопасности между Украиной и Соединенными Штатами Америки, а именно гарантии от США, аналогичные статье 5, а также гарантии безопасности от наших европейских коллег и других стран, Канады, Японии и так далее. Эти гарантии безопасности для нас являются возможностью предотвратить очередную российскую агрессию. И это является компромиссом с нашей стороны. Зеленский признается, Киев идет на такой шаг, так как некоторые партнеры из США и Европы не поддержали это направление Украины в НАТО. Издание Рейтер пишет о серьезном повороте. Этот шаг означает серьезный поворот для Украины, которая добивалась вступления в НАТО как защиты от российских атак и закрепила это стремление в своей конституции. Он также соответствует одной из целей России в войне, хотя Киев до сих пор твердо отказывается уступать территории Москве. Кроме того, авторы публикации уверены, украинская сторона дала понять о готовности к компромиссам. Рейтер пишет, что пока со стороны Москвы не поступает никаких сигналов о смягчении позиции. Внимание также приковано к сигналам из Кремля. У Путина дают понять, вклад украинцев и европейцев в мирный план не будет конструктивным. Пока мы их не видели, но если будут соответствующие поправки, то у нас будут очень резкие возражения, поскольку мы очень четко изложили нашу позицию, которая вроде была вполне понятна американцам. Резкие возражения по поводу каких пунктов? Ну, по поводу многих пунктов. Там будут какие-то совершенно неприемлемые для нас положения, в том числе и по территориальному вопросу. Я так думаю. Издание ДПА уточняет, территориальный вопрос остается нерешенным и очень деликатным. Bloomberg сообщает, Европейский Союз тем временем вступает в решающую неделю, чтобы показать Трампу, что он не слаб. В ближайшие дни перед ЕС стоит два критически важных дедлайна. Первый – обеспечить финансирование борьбы Украины против России без помощи США, а второй – продемонстрировать способность диверсифицировать цепочки поставок, уменьшая зависимость от все более враждебно настроенных США и расширить торговлю с Южной Америкой, говорится в материале. Провал на любом из этих направлений нанесет ущерб репутации ЕС в крайне опасный момент и полностью сыграет на руку нарративу президента Дональда Трампа о том, что континент слаб, говорят дипломаты и чиновники, знакомые с логикой мышления блока. После недели, на которой глава НАТО предупредил, что мировые войны прошлого вновь стали реальной угрозой, слишком многие до сих пор не понимают серьезность момента, отметил один из чиновников. Отмечу, что встреча Зеленского с Уиткофом и Кушнером была настолько закрытой, что в течение дня немецкие журналисты писали лишь о том, горит свет в канцелярии или не горит. Известно также было о том, что стороны прерывались лишь на короткий кофе-брейк. Переговоры по Украине в Берлине сегодня проходят в очень закрытом режиме. Журналисты почти не получают информации о том, кто, когда и с кем разговаривает. Хозяином одного из раундов переговоров между США и Украиной является федеральный канцлер Мерц. В итоге воскресные переговоры длились более 5 часов. Стороны покинули зал заседаний ближе к 9 часам вечера. 15 декабря переговоры продолжатся также на высшем уровне, теперь с новыми представителями из Европы. В США же уже успели заявить о достигнутом прогрессе. Встреча в Берлине между президентом Зеленским, специальным посланником Уиткофом, Джаредом Кушнером и делегациями от Соединенных Штатов и Украины длилась более 5 часов. Представители провели углубленные обсуждения по поводу 20-пунктного плана мира, экономической повестки дня и другим вопросам. Был достигнут значительный прогресс, и они встретятся снова завтра утром. Кроме того, Зеленский собирается провести ряд встреч с немецкими политиками и Мерцем, заявления по итогам, а также реакции России и Европы на события в Германии. Обязательно соберу к следующему выпуску, чтобы вы были в курсе всех событий. Друзья, спасибо вновь и вновь за ваши добрые слова, слова поддержки, пожелания, а также критики.
Не забывайте подписываться на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе нового ролика. А если вы не видите выхода нового ролика в YouTube, то пропишите в строке поиска «Время Прядко». Вам выдаст канал, переходите и смотрите последний добавленный ролик. Под каждым из роликов есть дата публикации. А я продолжаю. Ситуация будет урегулирована. Западная пресса продолжает писать о результатах сделки между Вашингтоном и Минском. Спецпосланник Трампа Джон Коул, который побывал с визитом в Беларуси, заявляет, Лукашенко пообещал, что больше ни один метеозонд с контрабандой не залетит на территорию Литвы. И произойдет это в ближайшее время. Напомню, что из-за этого между Вильнюсом и Минском сейчас максимально напряженная ситуация. Но несмотря на такие заявления, ЕС готовит удар для Лукашенко. Уже 15 декабря будет решен вопрос новых санкций из-за тех самых прилетов метеозондов с контрабандой. Вильнюс обвиняет в этом Минск и называет гибридной атакой. К тому же, как вы помните, 9 декабря правительство Литвы распространило режим чрезвычайной ситуации на всю территорию республики из-за летающих шаров. Послы стран Евросоюза утвердили законодательную основу, которая позволит включить Беларусь в санкционный режим ЕС. Об этом пишет издание Deutsche Welle со ссылкой на свои источники в Брюсселе. И по их данным, новые правила расширяют критерии для введения санкций и позволяют вносить в черный список лиц, которые могут быть причастны к подобным операциям. Ожидается, что это решение утвердят главы МИД стран Евросоюза 15 декабря на заседании Совета ЕС по иностранным делам. Ранее Литва выступала с предложениями о запрете импорта азотных удобрений, рапсового масла из Беларуси и ограничения операций с банками. Лукашенко 9 декабря обращался к Вильнюсу, заявляя, что Беларусь готова выстраивать нормальные отношения по всем направлениям. Кроме того, уверял, что консультировался с летчиками, которые уверяли его, что залет метеозондов в Литву не представляют проблемы и угроз гражданской авиации. Собственно, из-за чего Литва и ввела режим ЧС. Кадыров опровергает слухи о проблемах со здоровьем и при этом уверяет, что не хочет дожить до старости. Глава Чечни во время прямой линии заявил, что его недоброжелатели ждут, когда его физически не станет. А согласно публикациям в прессе, в которых говорится о его тяжелом заболевании, он в принципе не может дожить до старости. В то же время сам Кадыров заявил, что и не хотел бы такого варианта событий и уточнил, что не прочь уйти из этого мира, пока он всеми любим. Намекнул Кадыров и на то, что мог бы уйти со своего поста, потому что уже сыт по горло и властью, и служением народу. Однако, если Путин скажет, то он выполнит его приказ и не уйдет на покой. Я пойду на выборы, если президент предложит, а народ поддержит, но а так, если меня спросить, я уже сыт до горла, этой властью и служение народу. И я думаю, что новые силы, новые люди были бы более интересны. Германия выселяет десятки тысяч человек. Более 30 тысяч человек, снимающих жилье в разных регионах Германии, остались без крыши над головой. Власти принудительно выселили их из квартир за долги по аренде. Это данные Минюста ФРГ за 2024 год. Больше всего людей выселили в самой густонаселенной федеральной земле Германии, Северном Рейне-Вестфалии. На втором месте Бавария, на третьем Нижняя Саксония. В немецкой левой партии считают происходящее социальной катастрофой и призывают власти запретить принудительные выселения. А чтобы люди платили по счетам, говорят политики, необходимо увеличить объем социально доступного жилья и, внимание, улучшить защиту арендаторов от расторжения договора аренды. Как пишут немецкие СМИ, самой частой причиной для выселения является задолженность по квартплате. За последние 10 лет размер арендной платы в Германии увеличился в среднем на 50%. Европа на грани демографической катастрофы. К 2100 году, согласно прогнозам ООН, в Западной Европе людей в возрасте 85 лет будет больше, чем пятилетних детей. Многие страны ЕС пытаются увеличить рождаемость с помощью различных пособий. К примеру, Италия выплачивает бонусы работающим матерям, которые растят двое и больше детей. А Польша в прошлом году увеличила ежемесячные выплаты семьям до $220 на каждого ребенка в месяц. В Венгрии супружеским парам, планирующим детей, предоставляются сниженные ипотечные ставки. Родителям выдают кредиты на сумму до $30 тысяч, которые не нужно возвращать, если в семье трое и более детей. Но социологи утверждают, что поощрительные меры работают лишь отчасти, поскольку молодые люди, погруженные в социальные сети, мечтают о жизни для себя, хотят больше путешествовать и меньше заботиться
и переживать о других. Еще одна причина демографического кризиса – это приложения для знакомств. Они создают ощущение изобилия выбора, говорят социологи, из-за чего труднее найти партнера, остепениться и завести ребенка. Демографы отмечают, даже в Индии, самой населенной стране мира, также наблюдается резкое снижение рождаемости. Решить проблему за счет иммиграции не получится. Путина просят о помощи. Влиятельные россияне лично обращались в Кремль для того, чтобы вернуть на экраны популярного российского телеведущего Урганта. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс. Издание уточняет, что Путин говорил на эту тему с раздражением. Так утверждают те, кто к нему обращался. И явно дал понять, что Урганта в эфир не пустят. По словам источников издания, в некоторых случаях в ответ на попытки заступиться за Урганта Путин говорил о нелояльности шоумена по отношению к России. Автор материала предполагает, что российские спецслужбы регулярно готовят справки или досье на деятелей культуры России, в том числе и на Урганта, и кладут их на стол Путину, когда потребуется. В Кремле уже прокомментировали публикацию. Песков заявил, что ничего не знает о подобных обращениях. Ну и напомню, Ургант пропал с российского телевидения после того, как опубликовал в соцсети черный квадрат в знак протеста против войны России в Украине. Сейчас ведущий живет в России, однако гастролирует по Европе вместе с коллегами по цеху Гудковым и Михеевой. Давний соведущий Урганта Хрусталев при этом удержался на экранах российского телевидения. Ургант вывез за границу концертную, живую версию своего ушедшего в прошлое шоу и отправился с ней на гастроли. На сцене в Берлине в прошлом месяце он продемонстрировал свой фирменный остроумный стиль, позволил себе несколько шпилек в адрес Хрусталева и пошутил о шпионах в зале. Однако артист ограничился безопасными темами вроде немецких сосисок и пива, и ощущение утраты было заметно невооруженным глазом. Друзья, всем спасибо за просмотр, хорошего дня, не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.